Ну, всем привет, я Акбаш, капитан команды Аулус. Вообще у нас команда не так часто пишут, но может в официалке пару, наверное, Эки. Да, Эки более такой активный в этом плане. Мне кажется, к себе. Вот вчера с брокколи, ну, она еще как-то странно выглядела, возможно, это ошибка, но в целом у нас нет такого, что кто-то что-то специфическое есть. Ну ладно, если это то тренер, если тренер не включен, ну это из взрослых, значит, ребят, либо штормер, либо к себе. Или к себе, он больше у нас любитель посчитать цифры, закалькулятить, как герои работают. Ну, есть у нас тот, кто не моется, но я не буду называть. Так, еще какие привычки? Есть те, кто часто опаздывают. Ну, есть шумные. Ну, это больше, можно рассказать, да, это Эки. Основной у нас шумный. Штормер тоже шумный. Это все равно в позитивном ключе все. Мои друзьяшки, да, европейским контексте уже нравится. В целом, просто то, что мы на буткемпе играем в игру, в которой все любят играть. Одинаково, как бы в этом плане майндсет, видение, непринужденно. В том, что у нас точки соприкосновения в плане доты, да, совпадают. Так, в плане про доты, думаю, что нет, потому что, да, сейчас шейхи взялись, ESL много, других там турнирных операторов. Как будто прибавилось, как Blast, PGL, уже начали регулярно проводить турнир обычных работяг, то, что нету там прикольных ивентов, в которые вложена там душа, там какие-то порог хождения, где обучалки и там что-то для новичков, что может им облегчить игру, и этих фишек как бы, да, не хватает, наверняка. Рейтинг. Любимая фраза из колеса чата. Успокойся, все в порядке. Петух сильный, забавный, можно много времени потратить, чтобы узнать какие-то там фишечки. Мне кажется, в последнее время это что-то вот прям уникальное. Как минимум, в Age играю по КД на нем. Ну, это самый, да, если бы сейчас, по-моему, там 3 звезды дано ему, как и Веспу, Чену, ему можно было даже 4 дать. Ну, вообще, топ-3 это, можно сказать, Селлери, Снайкинг и Тундра Байтмун. Так, это Артстайл, получается, Маг. Пост 3. Пусть будет Magical. И четверка. Нет, четверка нет. Кэрри, да, нам нужен. И Дитяра. То помню. Не было ни разу. Мне всегда она нравилась. Я всегда чувствовал, что у меня получалось. Это вот 18 лет, получается, я уже играю. А профессионально это я с 14 года, уже 10 ровно. Очень сильно. Это одно из составляющих. Да. По циклу успеха, к результативности. Это где-то, если сказать, это и составляющая, там, можно сказать, 2/3 занимает, но менталка, мне кажется, больше половины, как бы, да, вот 50%. Она ведь. Ну, зависит, что за last pick, но, думаю, в большинстве своем это, да, мое решение будет. Но это было даже относительно недавно, это я не помню, я это от кого-то услышал или просто к этому пришел, наблюдая за ребятами. В моменте можно забыть о проблемах и просто уже сфокусироваться на том, что ты можешь сделать сейчас, как улучшить, со своей стороны. Вы можете там не победить и в целом попытаться переключить какую-то работоспособную русло, нежели пессимистичную. Но если вкратце, то просто поменять майндсет и не париться, если можно, да. Так, первый ПК вообще у меня был бюджетный. За 3500 или что-то я пошел в мастерскую. Мне сказали, что такое чуть ли невозможно. И я тогда первую доту играл. Я именно по конфигурации не могу сказать точно, но она была настолько дерьмовой, что спустя пару игр в КС могла типа уже все, синий экран смерти. Я каждый день на автобусе ездил в мастерскую. 10 или 7 остановок, чтобы чел забрал на день мой комп. И на следующий я снова 10 остановок к нему поехал и забрал. Каждую неделю примерно вот этот паттерн у меня происходил. Блин, офигенно было, когда я первый инт попал, и там на наге суппорта на кэрри я выбрался. Да, чуть ли я там уже мог соло выиграть, я уже это чувствовал, но это мой был первый инт, и, можно сказать, да, вот я тогда чувствовал прям какой-то прилив силы, и то, что это вот мой звездный час. Хотя я играл на тот момент именитыми игроками. Там Хвост, Дэнди, Паника, Артстайл был или не был? По-моему, Артстайл тоже был. Да, вот в прошлом году, как итог, я после того, как выгорел, полгода взял перерыва, так справлялся. Да, в целом, я, если что, ни разу в доту не сыграл. Меня, типа, даже просили друзья
просто по фану, но у меня было как бы отторжение от этого. Даже там предлагали, ну, даже не в шутку, но да, хотели заплатить, чтобы я сыграл, но нет. Вот настолько мне было мерзко. Но иногда я смотрел игры, это было норм. Но в целом я полностью отошел от доты, ни разу там не врубил доту, не сыграл там пабликов. 0 просто пабликов. Я играл в любую другую игру, но в доту, как только я чувствовал, что могу открыть и запустить там поиск, меня сразу же, да, отталкивало от этого. Начал уже в середине марта играть уже, если я дома. Ну, я с собачкой время провожу, с девушкой. Вообще я просто делами своими занимаюсь, которые нужно, да, по дому. В целом, вот у меня самый кайф, это в большинстве своем, это собачка время провести. Чау-чау. Вот его имя Амы. Не, я ни разу не играл, не в трезвом. Сразу дизреспект мне не могу позволить себе. Я к этому ответственно подхожу и в целом не допускаю этого. Но брату, это брат меня всему там научил, повел меня в комп-клуб, тот-то там открыл для меня. Мама, понятно, типа, она все мне потом обустроила, купила. Если потом уже говорить, там есть Роджер, Мила, которая вот больше как пушила во многих командах, чтобы меня взяли. Джеки Чан, да, я много фильмов его смотрел. Блин, вот когда нужно вспомнить, сложно всегда. Блин, по-моему, какой-то шорт с ней скидывал Андрюха. Там угорал нереально, но что было, не помню. Так что да, туп заблочен у нас, так что я тут не заходил уже. Только здесь. Но здесь я в целом захожу, чтобы посмотреть, как команды играли, хайлайты, либо музыку послушать. Это либо плов, либо суп есть. Вот. Компьютер же, по-моему, я просто получил, наверное, квартира. Да, часто очень. Очень часто. Ну, это было и в детском лагере, школе. Да, вот со времен подростковых. Нет, трезвый 100%. Уругвай, ураган, утка, умпала. Я не знаю, откуда умпала, откуда-то. Это, по-моему, я из Чарли Шоколадная папа. Да. Улитка. Самое странное место. Окей, это, было у меня в Ташкенте, в Узбекистане, когда мы были подростками, и мы как-то забрели в место, где безлюдное, можно сказать, и это было на каком-то микроавтобусе, то есть это даже не микроавтобусе, а в грузовике был поставлен 10 компов. Там причем было прохладненько, там, реально все сыро. В таком месте мы причем сыграли, выиграли и быстро ушли. Мама. Нет ответа. Так, это мы вчера играли в карточную игру, называется «Саботеры». Вот, вчера они ознакомились, и вчера все получили нереальное удовольствие. Вот, и уже начались кое-какие мемы по поводу этого. Это поезд Пусан, типа, почти у кого бы не спросил, всем нравится. А я вот посмотрел минут 15, понял, что это банальное, типичное, типа, про зомбаков, причем там тупой, как в моем понимании, сюжет, и там закрыл спустя 15 минут. Хотя вот кого бы я не спрашивал, всем нравится. Да, было дело. Конечно. Но не так, чтобы есть полноценно, но чтобы, да, понять, собачке это понравится или нет. Нет. Есть одежда. Нет, это редкость, очень редкость.